Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, вот мы с вами подходим к солнечному затмению, а оно уже будет 4 декабря в субботу в 10 часов 43 минуты по московскому времени. Но сегодня мы уже чувствуем влияние этого затмения. Солнечное затмение завершит коридор затмений, которое началось 19 ноября. Затмение будет полным. Диск Луны целиком закроет Солнце, поэтому это влияние называют еще и черное Солнце. Затмение продлится само около 2 минут. Конечно, правда, в нашей стране его никто, к сожалению, не увидит. Считается, что солнечное затмение способно кардинально изменить ход нашей жизни на ближайшие годы. Да, оно не создает нам что-то новое, но способствует разрешению уже существующих проблем или не способствует, если вы сами не приложили никаких усилий для перемен. Обязательно поделитесь этим видео, потому что оно будет очень полезно и интересно для многих людей. Наше солнечное затмение будет проходить в знаке зодиака Скорпион, а это знак тайны, мистики и всего скрытого. Это значит, что все скрытное будет выходить наружу. Вы уже можете в себе увидеть ваши вот эти негативные теневые стороны и грани, то, от чего вы отворачивались или не хотели принимать. Пик затмения придет на 10 часов 43 минуты по Москве, но само затмение начнется как явление в 8 часов 29 минут и закончится в 12 часов 36 минут по московскому времени. Во время затмения нежелательно спать. Желательно в это время читать мантры, медитировать, проводить практики. Можно прописать или провизуализировать, от чего вы хотите избавиться. Например, от невезения, от болезни, от одиночества. Вы сами знаете, от чего вы хотите избавиться. И мысленно создайте образ этого. Можете, например, видеть черного шара и представлять, как все это сжигается в затмении и исчезает. Также обращаем ваше внимание, что в солнечное затмение люди будут подвержены агрессии. Может проявляться вспыльчивость, раздражительность, поэтому не рекомендуется выяснять отношения и устраивать разборки. Так как Солнце будет поглощено Кету, это значит, что у людей может страдать самооценка. Могут быть и перепады настроения. Также может обостриться тревожность и нервозность. Поэтому старайтесь не напрягаться в данный период. Так как затмения будут проходить в знаке зодиака Скорпион, а рядом с Солнцем будет еще и Меркурий, то сейчас хорошее время погружаться в себя и прорабатывать вот свои негативные черты характера. Очень хорошо день затмения, это у нас с вами, кстати, суббота, 4 декабря, провести этот день в кругу семьи, заниматься творчеством, медитировать. Кто любит йогу, занимайтесь йогой, убирайтесь в доме. В затмение хорошо отпускать то, что давно пора убрать из вашей жизни. Могут быть в солнечное затмение прийти озарения, может обостриться очень сильная интуиция, могут прийти откровения и даже разочарования. Поэтому в этот день хорошо заниматься самоанализом. Во время затмения может быть и даже отсутствие силы и подавленность, поэтому не перетруждайтесь. И в мире может накалиться обстановка, поэтому старайтесь не смотреть и не слушать СМИ. Проведите этот день в спокойствии, осознанно, будьте маяком осознанности для других людей. Но обращаем ваше внимание, что после затмения начнется время, когда можно хорошо пересмотреть самого себя. Время погружения в себя для того, чтобы в будущем, появиться как обновленным и изменить свою жизнь к лучшему. И это затмение, это полное солнечное затмение, есть результат всего, что было запущено с июня 2022 года по темам Стрельца. А это у нас с вами международные отношения, это политика, это профессионализм, это туризм, путешествия, мировоззрение, реклама, пиар.
Но ни в коем случае не спешите с выводами относительно новых идей и предложений. Лучше подождите до второй половины декабря или как минимум до 8 декабря. К этому времени может прийти важная информация или какие-то факты и сведения, и которые дойдут до вашего осознания, дав вам тем самым более точное понимание происходящего и его перспектив. Для новых начинаний или дел будет подходящее время после 11 декабря до 17 декабря. Какие же будут негативные проявления в полное солнечное затмение? Обращаю ваше внимание, что точка затмения в квадрате с Нептуном, то есть еще будет больше лжи и заблуждений. Все это будет вскрываться. Будут видны все махинации, все мошенничества. И мы не только говорим на уровне каком-то глобальном, нет, также и в вашем окружении. Эмоциональный фон у людей будет неустойчивый, достаточно серьезно будет штормить, и внутри у людей будет тревожность, слезливость, желание спасаться и даже или быть спасенным. Кроме того, будет точная оппозиция с черной луной. А это означает, что будут искажения со стороны СМИ, информационная какая-то будет помойка, грязь, будут международные провокации и подстрекательства. Знаете, игры такие вот плохой, хороший. Кроме того, так сейчас, кстати, и в международной политике и происходит. Штормить будет в большей степени огненные знаки, особенно Стрельца. Знаете, ничего не понятно, что творится вокруг. Хочется даже идти в какой-то степени на баррикады, доказать всю свою правоту и агрессия. Это агрессия, поэтому, пожалуйста, если вы огненный знак, постарайтесь вот 4 декабря пробыть дома наедине с самим собой. Приготовьте вкусный обед, ужин, займитесь уборкой. Только не старайтесь идти в социум, где вы можете скандалить и ругаться. Какие позитивные проявления даст нам солнечное затмение? Во-первых, помощь от Плутона. Будет четкое понимание, как нужно действовать. Внутренние силы для этого у вас будут. Это, знаете, такой внутренний порыв, который сложно остановить доводами. Просто надо и все тут. Все сейчас очень не случайно, особенно будут темы любви в декабре, и они будут пропитаны кармическим подтекстом. Но это не говорит о том, что отношения будут обречены. Нет, это просто сигнал Вселенной, чтобы вы наблюдали и делали какие-то для себя сами определенные выводы. Конечно, что же делать в затмении? Друзья, все очень просто. Нужно быть в позитивном настрое, нужно жить, нужно радоваться. Наблюдайте, обязательно прислушивайтесь к своему сердцу и к Вселенной. И всегда в периоды затмений старайтесь чувствовать себя, быть наблюдателем и не противиться тому, что происходит, при этом по независящим от вас обстоятельствам. Знаете, вот принимаем и благодарим за все. Благоприятно написать благодарность Богу, папе, мужу, начальнику, наставнику. Вы можете, кроме того, прописывать цели духовные, например, как вы будете служить себе, как вы будете любить себя, своим самым близким, миру. Обращаем ваше внимание, что нельзя конфликтовать в этот день. Благоприятно даже поститься и во время затмения находиться в помещении. Поэтому самый простой рецепт на 4 декабря – благодарить, принимать и наблюдать. Даже если вам позвонит кто-либо или придет, будет ругаться, спорить, что-либо доказывать, выяснять отношения, улыбайтесь и благодарите. Человек может еще больше злиться, быть недоволен, потому что он пришел к вам взять у вас эту энергию, подпитаться ней, а вы ее не даете. Поэтому благодарите, принимайте, наблюдайте, улыбайтесь и дарите любовь. Представьте себе, что к вам пришел ребенок, а не взрослый человек, а вы, как мудрый родитель, должны на это смотреть со стороны. И сама Вселенная сейчас нам намного, кстати, откроет глаза и поможет дать ответ на вопрос «почему?». Поможет найти причину и разобраться вот в этих ваших внутренних порывах.
Обращаю ваше внимание, что затмение это не фатальное не какое-то событие фатальное. Это результат нашего выбора в определенный какой-то момент, который и привел вот нас на этот путь с этими людьми и с этими обстоятельствами. Поэтому, пожалуйста, если вы видите, что в вашей жизни все очень плохо, ужасно, постоянно какие-то проблемы, вы не можете решить, это то время, что вы в первую очередь разобрались в себе. Да, это очень сложно. Кто-то скажет, это же какая-то философия. Возможно, для кого-то философия, но пока вы в себе не разберетесь, не поймете, почему вы пришли именно к этой ситуации, вы ничего не сможете изменить в этой жизни, потому что вы строите свою жизнь, вы закладываете фундамент, стены, крышу и так далее. Поэтому все зависит только от вас. Поэтому, пожалуйста, 4 декабря давайте с вами очистимся, будем благодарить, будем стараться помогать друг другу. И кроме того, друзья, у нас близится Новый год, а мы должны с вами к этому Новому году подготовиться, потому что 2022 год, год белого водяного тигра, будет достаточно интересный год для многих людей. При этом такой вот даже в какой-то степени роковой и поворотный. Люди будут даже иногда не ожидать того, что их будет, что они в дальнейшем увидят. И мы об этом еще более детально поговорим, но в других видео, поэтому обязательно заходите на наш канал. Ну, а мы всем желаем благоприятных дня, позитивных мыслей в этот день. Ни в коем случае не мыслите негативно, потому что все, о чем вы думаете и желаете в этот день, услышится во Вселенной, но в 1000 раз сильнее. Так что только на позитиве, только позитивные аффирмации, позитивные слова, это вам все помощь. И вы даже можете выписать себе их на листочек, вот эти позитивные, волшебные, магические слова, и читать в течение дня.